Итак, с вами Чалышев Сергей, магазин magic-one.me, и у нас вторая часть видео, откуда берутся женские оргазмы. Эта часть видео будет сугубо про физиологию. Все вы наверняка смотрели мультик про Вовочку в тридевятом царстве. И помните, как он сказал про 1,5 землекопа, которые нужны на какую-то работу. Впрочем, бизнес этим не удивить, и у нас действительно бывает 14 человека-часов, что обозначает 1,5 землекопа в день. И женщины должны понять, что к ним тоже относится сколько-то человека-часов, дней или человека-месяцев, даже для развития собственной физиологии. Дело в том, что в вашем теле рецепторы от детства некоторые не до конца сформированы. И формируются они в момент, когда вы занимаетесь сексуальной жизнью. В том числе стимулируете сами себя, в том числе развлекаетесь игрушками. То есть стимулировать себя можно руками, мужчиной и игрушками. Привет, Magic One. Теперь вспомните, кто когда-либо хотя бы раз в жизни ломал себе руку или ногу. Особенно как у меня, когда у меня потом ставили пластину туда. Внутрь руки, я бы сказал. Вы все помните, что после операции вы очнулись, и ваша рука работала как-то не очень хорошо. Вы не могли нормально двигать, нормально что-то делать, она не могла толком держать ручку. При этом простые какие-то движения она вполне себе могла делать. Ваши нервные окончания, оказавшись без работы, немножечко атрофировались и требовали время на то, чтобы начать работать. Вот примерно так же устроены и ваши рецепторы внутри тела. Что такое эти рецепторы? Это нервные окончания, скопление нервных окончаний, которые установлены где-то в какой-то точке. Установлены Богом, скажем так. Будь это клитор, будь это какая-нибудь точка G, точка А. Точка G, напомню, кто не знает, вдруг такие люди есть на моем канале. 3-5 сантиметров на внешней стенке влагалища. Там еще есть характерный рельеф. Точка А находится около вашей матки, поэтому вы часто воспринимаете, что ой, там прикольно, когда мне в матку кто-то долбится. Но в принципе сексологи считают, что вы чувствуете именно точку А не само долбление в матку. Точка К, которая является предвестницей анальных оргазмов, и легче всего ее стимулировать именно через анальное отверстие. И каждый из этих нервных центров требует своего времени, человека-часов, в вашем случае скорее человека-дней, на разработку. Проще всего, конечно же, добиваться стимуляцией своих рук, то бишь стимуляцией клитора. Но есть одна особенность. Если нам, мальчикам, хоть кол на голове чеши и говори, что мастурбация это плохо, от этого будет расти волосы на руках. Но мы же видим, что ни у одного мужчины волос на руках нету. Только с внешней стороны. И то не у всех. Это мне повезло. То девочки действительно иногда могут последовать совету школы, родителей, масс-медиа, журналов или даже попов. И прекратить мастурбацию. Даже если им это нравится. Разумеется, в таком состоянии к взрослой жизни девочка в плане секса оказывается не готова. Ее нервные окончания не развиты. У вас их там гораздо больше, чем в нашей головке. И требуется на это гораздо больше времени. Я испытал свой первый оргазм в первый же день, в первый же час и в первую же минуту, когда научился заниматься онанизмом. Это было очень странно, меня куда-то не взяли. Я начал биться в истерике, будучи маленьким, мне тогда было 6 лет. Я хлопал, топал ножками, махал ручками, завалился на какой-то диван и, бья диван руками, начал по нему как-то там елозить случайно. И тут у меня все получилось, я успокоился, мне уже было пофигу, что меня куда-то не взяли. Нам на это не требуется особого времени, наше тело реагирует быстро. Ваше тело реагирует медленнее. Рецепторам нужно время, чтобы иметь возможность досформироваться. Любая сексология вам про это скажет. Любой нормальный сексологический врач. Не путайте с гинекологом. Его задача не заниматься вами в плане секса, его задача заниматься вами в плане вашего здоровья. И то они иногда им пренебрегают, когда говорят девочкам, ты привыкнешь к большому члену потом когда-нибудь. Ничего больного. К боли можно привыкнуть. Хотя к боли привыкать не надо. Вы должны знать, что ваша мастурбация и регулярная стимуляция только воспаляет вас и пробуждает в вас женщину. Если я слышу от кого-нибудь фразу «Ой, а продайте мне какую-нибудь игрушку, у меня был один единственный оргазм в жизни, единственный раз это случилось». Первый мой вопрос будет, как часто вы занимаетесь мастурбацией. Хотя на основе учебников из сексологии я уже знаю, что девушка не занимается мастурбацией. Если бы она и занималась, то с мужчиной у нее бы получалось. Да, на этом может быть уйти несколько месяцев, но все равно это будет так. Как только она возликует к нему доверием, как только она полюбит свое тело, в общем-то все случится.
Сейчас девочки такие: полюбить свое тело, это невозможно. Вот. И да, тем не менее, вам нужно уметь расслабляться. Теперь вы, в общем-то, знаете, какие две составляющих являются залогом ваших оргазмов. Это нахождение мозга в альфа-ритме, и это достаточное количество стимуляции своих нервных зон, тех самых точек. Например, Алекс Мэй говорит, что пробудить женщину можно в каждой точке, которая у них есть. И что у вас там то ли 12, то ли 16 оргазмов, он знает. Сейчас вот я тоже посчитаю и пойму, насколько я знаю меньше. Клиторальный, вагинальный, значит, точка А, которая рядом с вашей маткой, точка Ю, это ваша уретра, клиторальный, не помню, называл или нет, точка G, и оргазм от эрогенных зон. Ну вот я где-то 6, 7, 8 насчитал. Я не еще анальный. Я вот не настолько образованный, как Алекс Мэй. Те же из вас, кто может испытать оргазм самостоятельно, и вам сложно испытать его с мужчиной, я вам напомню про такую штуку, которая называется взаимная мастурбация. Да, я знаю, многие женщины говорят: это сокровенно, я не буду с мужчиной позволять это делать, это стыдно, это так далее. У меня к вам вот один вопрос. По примеру, с женщиной, у которой я спрашивал про как часто она мастурбирует, зная, что она этого не делает, и поэтому у нее был всего один оргазм в жизни. Те из вас, кто считает, что с мужчиной только анализ и только самоконтроль, я вот имею большое сомнение, что вы в своем самоконтроле много удовольствия получаете, честно скажу. Хотя это и, может быть, грубо звучит, но все-таки я говорю про секс, про мозг и про физиологию, а не про то, как вам приятно слышать. Если вы действительно получаете с мужчиной оргазм, все хорошо, можете меня не слушать. Но если с мужчиной у вас проблемы, подумайте еще раз, а стоит ли так отметать взаимную мастурбацию, как вы ее отмели. Да, это стыдно. Нам с детства говорили, что мастурбация это стыдно, и мы прятались от всех родителей. А кто утверждает, что он не прятался, тот, в общем-то, врет. Я себе не представляю мальчика или девочку, который в дверь стучатся, она такая: мама, да, такая, не заходи, я тут мастурбацией занимаюсь. Или так случайно дверь открывается, туда бесцеремонно родители входят, и там мальчик такой сидит: ща, погоди, я тут закончу. Вот, конечно же, такого не было, конечно же, мы прятались. И, конечно, нам это стыдно. Как пример, попробуйте позаниматься онанизмом около окна. Вот сейчас многие из вас поймут, что они не могут этого сделать. Хотя, по факту, вас в него никто не видит, если вы живете где-нибудь там от 3-го этажа. Угол обзора снизу, он достаточно маленький. Единственный угол обзора, который способен это сделать, это из соседнего здания. Но даже оттуда вас никто не увидит, потому что это нужно будет взять бинокль. А если кто-нибудь в бинокль увидит, как я мастурбирую, в общем-то, это будет опасно для его психики, а не для моей. Как я упоминал, когда-то давно, когда я научился мастурбировать, потом я где-то, мастурбировал я, собственно, елозия по кроватке. Потом когда-то я, пойдя гулять с одним приятелем, мы подошли к каким-то лодкам, там была какая-то каморочка, и там сидел какой-то приятель приятеля. И вот он что-то не выходил и говорил: отстаньте, я тут занят. Вот. И мы заглянули к нему туда в эту каморочку, а он сидел и делал вот так. Мне на тот момент, поясню, как происходит мастурбация у маленьких детей. Сейчас кто-то скажет: а, ты не мог, у тебя не встал. Да, действительно, вначале он не стоит. Но постепенно он начинает уметь быть твердым. Да, вначале, если мальчик мастурбирует в 6 лет, у него не будет эрекции. У него будет эякуляция, но не будет эрекции. Так вот, к тому моменту мне уже было очень неудобно елозить по кроватке, потому что у меня уже был окрепший орган, и он мне мешался. Но, посмотрев на вот это вот действие, я сразу же потом дома попробовал делать вот так, и у меня все получилось. Да, сейчас психологи, которые анализируют детство, сейчас я не знаю, там, что мне расскажут, каким я должен быть геем, не геем, пидорасом и прочее. Это вот вы сидите и думаете дальше. Сексология — это не про психологию в целом. Возможно, это в дальнейшем определило мою способность говорить о мастурбации. Многие из вас, кто скажут: да я могу, там, все, я ничего не стесняюсь. Вспомните, сколько раз в жизни вы говорили на эту тему с кем-нибудь еще. Способны ли вы? Большинство из вас не может про это говорить. Вы можете рассуждать про это только внутри своей головы. Все, что вы можете выносить наружу, это либо бравирование, либо откровенное вранье. Так вот, вы можете поговорить со своим партнером или партнершей, у кого там чего, на эту тему. Если вы можете на эту тему говорить и можете нормально заниматься взаимной мастурбацией, вы поймете, что это еще один способ доставить друг другу массу всяческих удовольствий. Итак, мы поговорили про мозг, мы проговорили про физиологию и важность женской мастурбации. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Чалышев Сергей, магазин magic-one.me. До скорых встреч!